Какой сумасшедший вид открывается. Приехали. Юра говорит, что у него сложился переклюк. Вот так сложился. На велосипед еще с подножья горы не садились. В общем, отъехали от Ивано-Франковска, наверное, на сколько? На 20 километров? Ну, около этого. 30 километров. И впереди уже горы. Сегодня по планам 100 километров пройти, чтобы завтра было легче подняться в гору. Как вам подъемчик? Не знаю, видно на камеру. Минут 10 уже поднимаюсь. Легкий карпатский дождик. Вчера день начался хорошо, и где-то в конце дня пошел очень жестокий дождь. Ехали мы полностью мокрые. Вот на таком месте стали, потому что уже боялись не найти стоянку, где стать. Со стоянками, конечно, на трассе проблема. Сейчас, пока дождь закончился, с утра тоже был, по-быстрому собираемся и в дорогу. Такие вот грунтовые трассы становятся. В общем, ехали мы на тропу какую-то, как, не знаю, как вдоль реки идет. Там было КПП, но деньги за нас не взяли. Здесь везде постоянно стоят, очень часто, вот такие вот беседки. Здесь вот она наверху, здесь, то есть это типа кемпинги, где можно палить костер. На КПП мне так и сказали, что палить можно костер именно в этих местах. Можно воду пополнять. Ну, что-то вроде вот такого. И бидон такой классный на эту реку.
Ну вот как-то так заехали. Юра говорит, что у него сложился переклюк. Я сейчас разуюсь, подойду к нему, посмотрю. Вот он там. Приехали. Вон та лужа стоила Юрий вот такой поломки. Цепь между звезд заскочила. Вон она, вот здесь. И переклюк вот так сложился. Как здесь красиво! Ой, наш трек нас завел на мост, но мост оказался... Один мост это слив, брод, и вот второй брод просто река. И Юра говорит, что он дальше не едет. Едет назад. Но назад не вариант, там такие горы жесткие. Юра берет брод. Поток конкретный. Не знаю, на экшн-камеру чувствуется или нет. Такой хороший. Если Юра будет тонуть, мне придется бросать камеру, бежать его спасать. Вот так вот вода дошла, Юрий. И так вот тебе. У меня почти вот. Зато вел помыли. Велосипед, да, после этого говна, в котором мы ехали, сполоснули. Блин, а там панорама сумасшедшая. Домашний олень. Поскольку в этом речном каньоне практически нереально поставить палатку, в конце дня нас приютили вот в таком лесхозе. Там за моей спиной живой олень живет. Для сравнения, в первый день мы прошли 100 километров по трассе, а во второй всего 20. Если вы думаете, что я останавливаюсь и снимаю только в красивых местах, то вы ошибаетесь. Я просто экономлю батарею и память. Здесь вся дорога на всем протяжении, пейзажи просто офигенные. Не хватит никакой памяти, чтобы это все заснять. Смотрите, какие текавые сливы на байдарочке сюда. Резко закончилось бездорожье.
Появился асфальт. Не может быть такого. У Юры эмоции. Он увидел асфальт. Асфальт спустя 1,5 дня. В общем, третий день похода. После вчерашнего веселого денька у нас обед. Ну и в принципе такая импровизированная экстренная остановка. Цепи наши начали пищать конкретно. В общем, я свою помыл просто в воде. Вот она сушится. Парафин, конечно, вещь хорошая, но в путешествии, конечно, имеет свои особенности. Буду дальше пробовать мешать с воском, чтобы не было такой быстрой выработки парафина. Ну, то есть он вымывается в воде практически моментально. Юра вон там моет свою цепь. Сейчас будем обедать. Придется рыбу съесть, чтобы освободить банку, для того, чтобы пропарафинить цепь. Перекус перед процедурой парафинирования. Только что чеха встретили, пообщались. Отвлек он немного. Хотел показать, как цепь парафинится. Чех на своем говорит, нас понимает, мы его не понимаем. По-чешски вообще ни слова. Ну там через слово. Лучше бы он на английском говорил, а то было понятней. Ну так, мужик 60 с копейками начал путешествовать на пенсии. На Говерлу поднялся, а мы с Юрой на Говерлу не пошли, забоялись. Буквально недавно мы поднимались по этому серпантину. Глазами, конечно, выглядит это очень круто. На экшенку не знаю как. А там еще есть небольшие снежники. Какой сумасшедший вид открывается. Национальный парк Синевир. Ну вот озеро Синевир. После того кайфа, в котором мы были вчера, это озеро так себе. Обычное лесное озеро, только на высоте 1000 метров или 1200, я не помню. Самое сюда, наверное, интересное, это подъем, который сумасшедший. И, наверное, будет на него такой же крутой спуск с него, вернее. Но у меня в велосипеде после моей 8-ки крутейшей начали вылетать спицы. Вот она, кстати, эта спица. Я надеюсь,
Хоть смогу закончить поход. Спустились с Синевира. Если бы там можно было хотя бы палатки ставить, еще ладно, фиг с ним, а так ни о чем. Просто лесное озеро. Тянуться туда зачем-то вообще непонятно. Вот этот пейзаж намного интересней. Первая наша ночевка в кемпинге. Естественно, что здесь не особо чисто, но и не особо грязно. Много кострищ. Вон там возле велосипеда ставим палатку. Возле трассы, к сожалению. Но таковы условия карпатских дорог. А вот в такие игры играют суровые карпатские дети. Прямо на горном мосту через горную реку. Не-не, набираем высоту. Не знаю, видно на экшн-камеру? Такой конкретный угол и дорога одни камни. Только что 1040 метров. Только что квадрики пролетели. Ну, квадрикам здесь попроще, конечно. А нам не очень. На велосипеды еще с подножья горы не садились. Закон подлости. Самые лучшие стоянки остаются в середине дня. Но в Карпатах вообще проблема со стоянками. Найти вот такую полянку ровную, чтобы поставить палатку, ну это просто счастье. Потому что в основном в каньонах дороги идут и реки. И найти место под палатку, ну, нереально. Сейчас мы на 1100 метров поднялись. С какой высоты мы поднимались? 800. С 800. Всего 300 метров поднялись. Но, конечно... 200 осталось. Да, осталось 200. Ну, короче, не очень подниматься. На велосипеды по-прежнему еще не садились. Панорамки пока еще не видно. А нам вон туда. Абсолютный рекорд этого похода. 1300. И вокруг никакого вида. Вид пониже надо спускаться, чтобы... Да, сейчас мы спускаемся. Ради вида будет уже 1200. Туда. Было бы преступление не попить кофе на этой горе. Карпаты, пьем за вас. Правда, безалкогольный. В общем, очередной пешепоход продолжается. Ехать невозможно, тормоза здесь наши не справятся. Вот, обожгло. Это Юра тогда тормозов дотронулся после спуска с горы. С вот этой вот. Ну да, это еще не самая крутая горочка. У Юры стандартная микрополомка. Называется, колесо уперлось в раму. А здесь мы видим шикарный вид. Ремонт сделан. Юра сказал, ремонт сделан. Использовал скотч
и не знаю, и пчелиный мед. В общем, велы наши сдаются. Уже 2 раза колеса бортировали. 1 раз то ли камера бракованная, то ли что. Пришлось ставить новую камеру. Даже не снимаю практически. Но снимать здесь есть что. Красиво очень. Ребята катаются местные. Едем вроде бы в низине, все горы вверху, а на самом деле, сколько ты сказал высота? 857 метров. Да, на Самая нижняя точка. Только что, самая нижняя точка 850 метров. То есть Нижняя 850. по горам. Это прикольно. Может, кто знает, не могу уже 2-й день зарядить телефон на 100%. Сегодня только до 80 зарядился. Может ли это быть от того, что мы высоту набрали? От давления какого-то, я не знаю. Из-за чего это происходит? Все, Ну, Карпаты да. заканчиваются. Последние горы остались. Остались в конце. Ну все, пока, Карпаты. Мы уже дома, Гомель. Что за жесткий подъем впереди? Вот все, в городе Стри заканчивается наше путешествие. На этой речке мы моем наши гермы, чтобы в поезд грязными не идти. И все. Все, всем пока, спасибо, что посмотрели. Привет с Карпат, Гомель.